Константин Евгеньевич, а вчера прокурор Лахтин за 6 часов так и не смог задать ни одного нормального вопроса. Он опять спрашивал про зарплаты, кто где с кем встречался, отдыхал и так далее, и так далее. И после этого в 9:30 вечера была вручена повестка свидетелю господину Уилсону. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, первое, что лежит на поверхности, то, что таким вручением повестки был продемонстрирован факт, в общем-то, для всех достаточно очевидный, то, что ведется параллельное расследование, и проблема в том, что расследуются те самые обстоятельства, которые являются предметом рассмотрения по нашему уголовному делу. Мы об этом говорили многократно, но, тем не менее, как говорится, все это происходит, кошка слушает да ест. И парадокс еще, на мой взгляд, заключается в том, что еще одно доказательство вчера имело место быть в рамках нашего процесса, когда в середине допроса того же Стива Уилсона была предпринята попытка вбросить в дело целый пакет документов, которые, по сути, являются доказательствами, исходя из того, как они процессуально оформлены. Вот. И прокуроры не скрывали, что они вбрасывают эти документы, предпринимают попытку именно для того, чтобы допрашивать данного свидетеля. Надо отдать должное судье, он на эту провокацию не поддался, он отказался приобщить эти материалы, но тем не менее, вот вручение этой повестки – это логическое продолжение, на мой взгляд, того, что происходило в здании суда. Это первое. Второе, ну, на мой взгляд, естественно, тут лежит на поверхности еще и второй аспект этой проблемы. Дело в том, что тем потенциальным свидетелям, которые к нам собираются и планируют у нас быть и давать показания в защиту Ходорковского и Лебедева, им наглядно было продемонстрировано. Вот смотрите, что будет с вами, если вы придете сюда и дадите в их пользу показания. Вас могут вызвать на допрос, а что там произойдет на этом допросе и по его результатам, остается только догадываться. Вот. Еще что можно сказать в этой же связи? Я бы сказал следующее, что настолько был высок уровень профессионализма данного свидетеля, он занимался, я напомню, вопросами налогового планирования, связанные с функционированием зарубежной части корпоративной структуры ЮКОСа, что несопоставимый его уровень и уровень господина прокурора, который действительно, не найдя ничего лучшего, начал спрашивать, на какие карточки переводят его деньги, и был абсолютно шокирован. Мне в очередной раз это очень сильно понравилось, когда он услышал, сколько уважаемый специалист зарабатывал. Вот. И уж совершеннейшим цинизмом были заявления о том, что сейчас мы сопоставим, сколько он зарабатывал, с чем он на самом деле занимался, и сделаем из этого какие-то выводы. Хочется спросить, господин прокурор, ты зачем в этот процесс пришел, чтобы чужую зарплату оценивать или пытаться доказать виновность наших подзащитных? Вот. Поэтому, с одной стороны, мы не удивлены происходящим. В рамках первого процесса я участвовал, хочу сказать, с 2003 года в этом процессе, и у нас такого рода мероприятия начали происходить где-то на уровне второго или третьего уже свидетеля. Я лично был инициатором того, чтобы сделать в суде заявление. Мы отказываемся вызывать дальше свидетелей, поскольку, очевидно, происходит на их угроза, им угрожают уголовным преследованием и так далее. Если вы обратили внимание, что в рамках нашего процесса, и даже суд на это обратил внимание, господин прокурор Лахтин неоднократно высказывания свои допускал, которые даже судом трактовались как угроза нашим свидетелям и специалистам. С какой-то стороны, наверное, можно вот произошедшее вчера вечером трактовать как то, что сторона обвинения перешла от слов к делу. Это крайне огорчительно. Но, с другой стороны, меня очень радует то, что они стали это делать так поздно, когда уже несколько десятков свидетелей пришло, несколько десятков свидетелей дали, на мой взгляд, великолепные показания. И если присовокупить их к тому, что говорили те люди, которых мы искусственно обозвали свидетелями обвинения, то в данном случае, я считаю, что на данный момент ситуация с точки зрения позиции защиты, она достаточно твердая, крепкая, и никакими ударами по отдельным специалистам или отдельным свидетелям его уже не опровергнуть. Хотя в отношении господина Уилсона очень обидно то, что вы правы абсолютно, вы сказали, его 6 часов допрашивал Лахтин, так мы его начали допрашивать где-то, по-моему, в 10:15. Это 10 часов человек простоял за трибуной, добросовестно отвечая на все вопросы, в том числе на те вопросы, которые задавал прокурор, для
характеристики которых вопросов надо подобрать какие-то литературные слова. Это довольно сложно. Вот. И после этого, представьте себе, человек наконец вырвался, он вышел на улицу, вздохнул свободной грудью, и тут ему преподносят такой подарок, что, дорогой товарищ, а будь-ка ты любезен завтра прийти на допрос. Вряд ли это понравилось бы любому нормальному человеку, тем более, что я бы на его месте сказал, например, так: ребят, вот все, что от меня хотели, что я знаю, я уже сказал в суде. Какие-то вопросы у вас есть, запросите протокол судебного заседания. Больше, чем там сказано, я ничего, соответственно, вам сказать не могу. Вот, собственно, и все. Константин Евгеньевич, разъясните, пожалуйста, вот эту техническую сторону. Вчера повестку он не получил, да? Что теперь они могут предпринять для того, чтобы все-таки он пришел на допрос в СКП? Вы задаете мне сложный вопрос, потому что я был участником этих всех событий, и некоторые вещи я бы комментировать не хотел. Значит, что мы можем констатировать на сегодняшний день? Человек, которого они пытались вызвать на допрос, в официальном порядке повестку эту не получил. Соответственно, никаких претензий к нему быть не может. Он в устном порядке был уведомлен о том, что Следственный комитет хочет его увидеть, но он, соответственно, вот радости особой не испытал. И мы ему объяснили, что он имеет право на переводчика, он имеет право на помощь адвоката. В повестке, кстати говоря, это написано. Но, тем не менее, вот на сегодняшний день ситуация такая. В официальном порядке он повестку не получил, и в Следственный комитет он не пошел. С одной стороны, это его право. С другой стороны, для того, чтобы предпринимать какие-то действия, то нужно, соответственно, как минимум еще раз попытаться следователям в официальном порядке вручить ему повестку. И если у них будут основания полагать, что он умышленно уклоняется от того, чтобы получить эту повестку, или, получив повестку, не идет, тогда они могут его доставить приводом. Хотя применительно к иностранному гражданину, ну, вы понимаете, я бы на его месте первое, что сделал, это обратился бы в посольство, попросил бы сотрудника каких-то отслеживать свои действия, попросил бы сопровождать его адвоката, переводчика, и в этой связи, конечно, у господ следователей были бы определенные проблемы, если бы они, предположим, задумали оказывать на него какое-то давление.